И порою так трудно вздохнуть, словно воздух стреножен. Но былого, увы, не вернуть. Память немилосердна, и, срывая покровы с себя, подсыпает всем нам усердно больше соли, умело скорбя. Колосятся хлеба, маки, словно огонь. Васильки наклонились в поклоне. Любой цветок в земле славянской тронь он обожжет, он словно молвит: помни. Здравствуйте, уважаемые земляки, присутствующие гости. Сегодня исполняется ровно 1 год с момента страшной трагедии, которая произошла в небе над нашим родным Донецким краем. Митинг, посвященный годовщине трагического падения Боинга 17 июля 2014 года, объявляется открытым. Слово предоставляется главе Донецкой Народной Республики Захарченко Александру Владимировичу. Добрый день, уважаемые земляки. Хотел бы выразить слова искреннего соболезнования родственникам, друзьям, близким, погибшим здесь людей. Любая смерть — это трагедия. Тем более такая смерть, когда погибают мирные жители. Хочу сказать, что с самого первого дня этого ужасного преступления Донецкая Народная Республика оказывала всевозможное содействие для расследования этого происшествия. Мы и сейчас готовы оказать всю необходимую помощь, которая нужна будет людям, которые все-таки добьются правды и накажут преступные украинские власти, которые допустили такую трагедию. Хочу обратиться к родственникам погибших. Если вы изъявите желание сюда приехать, на это место, почтить память своих близких, мы обещаем вам все меры безопасности, встретим как самых дорогих гостей. И этот памятник, который мы сегодня установим, это дань уважения ко всем тем, кто погиб в небе над нашим очень красивым краем. Хотелось бы почтить минутой молчания память тех, кто год назад здесь погиб. Пусть земля будет пухом. Утро 17-го. Они все еще жили, и планы строили свои. Судьба иначе все решила, разрушила, разбила все мечты. Непонятно, безрассудно, тяжело. Как же это все могло произойти? Будто птицы подрезали крыло, и от взрыва больше некуда идти. В чем их вина? За что же смерть была дарована им свыше? За что пришлось им умереть? А души их уже парили выше, выше, выше.
Первый год остался позади. Мы скорбим, об этом вспоминая. По земле им больше не пройти. Бог решил, они достойны рая. Но на земле остается боль и скорбь десятков, сотен, тысяч людей, для которых это невосполнимая потеря. Наш митинг продолжает руководитель общественной организации «Молодая республика» Кондрыкинский Сергей Владимирович. Добрый день всем. Хочу от себя лично и от имени всех жителей выразить слова соболезнования и поддержки тем семьям, которые в этой страшной катастрофе потеряли своих близких. Мы вместе с вами будем помнить тот день и тех людей, чьи жизни так внезапно оборвались над нашей землей. Мы уверены, что украинские преступники понесут в полной мере наказание за те убийства. Мы, как молодое поколение, обещаем сражаться до последнего за эту истину. Это наш долг перед семьями погибших, перед их детьми, перед будущими поколениями. В тот день среди погибших было очень много детей. И сегодня украинское правительство продолжает убивать наших детей. Я обращаюсь к международному сообществу. Помогите остановить эту ужасную войну, которая уносит детские жизни. Мы сегодня хотим запустить и запустим в небо 298 белых воздушных шаров в знак памяти о 298 погибших людях. На земле вас будут помнить. Говорят, когда самолет врезается в землю, он словно птица уходит в небо навсегда. В тот день над нашими донецкими степями кружили стаи светлых птиц, парили там над облаками, то опускались резко вниз. Еще горел на поле лайнер, сжигая пламенем оставшихся людей, а над пожарищем кружила стая белых журавлей. В этот скорбный день мы отправляем в полет 298 воздушных шаров. Затаив дыхание, мы посылаем к небесным ангелам частицу нашей светлой памяти, светлых душ и сердечного тепла. Митинг, посвященный годовщине трагического падения Боинга 17 июля 2014 года, объявляется закрытым. Цикл памятных мероприятий продолжит поминальный молебен и церемония возложения цветов. Господи, научи меня оправдание Твоих, святых греховных источник жизни, и здравствуй, добрый счастье покаяние, Божий час, Господи, Господи, спаси меня, благословен Ты, Господи, научи меня оправдание Твоих, Отцам Божия проповедавши, и Божия подвергавши, и жизнью скорее сети, и присутствующих писавшихся, Бога прелестно учиться молитве, Бога разрешения на зарабатке,
Благословен си, Господи, научи меня оправданием Твоим. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فمن يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Аллах, чем мы отличаемся, христиане и мусульмане отличаются друг от друга тем, что мы говорим, что Иисус посланник Божий, а христианин говорит Сын Божий. Аллах на языке Иисуса, на староарамейском языке Бог. Иисус Айса, моя фамилия от имени Иисуса. Моя дочь Марьям, мать Иисуса. Мы также любим и почитаем Отечество Иисуса и мать Его. Религии, как бы братские религии. И мы просим Всевышнего сегодня, как православные, так и мусульмане, просим, чтобы Всевышний благословил сегодняшнюю совместную молитву и направил милость свою в пользу невинно убиенных, чтобы было место их в раю, чтобы Всевышний простил грехи, которые они совершили на земле, осознанно и неосознанно. Также я прошу Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Он благословил нашу республику, благословил Новороссию и благословил Россию. Россия – это Ноев ковчег. Каждый народ есть цветок в саду Творца. Так вот, Россия – это большой сад. И спасется тот, кто будет с Россией. Я прошу, чтобы Всевышний укрепил наших руководителей, чтобы объединил наш народ, и чтобы мы все прилагали максимум усилий для того, чтобы наша республика расцвела, и дай Бог, чтобы эта братоубийственная война вскоре закончилась. Пусть Бог благословит. Thank you.